Сходила с ума вся страна. Они как марионетки в его руках. Они выходили на сцену в одних трусах и любили друг друга на глазах у миллионов зрителей. Ну, я считаю, что этот успех, в принципе, очень тяжело перебить, если вообще возможно. Им подражали и заваливали цветами. Но никто не знал о том, как невыносимо порой им было прикасаться друг к другу. Она все время была в таком каком-то вот разочаровании, ужас, обида какая-то. В 2009-м девочки официально заявили, группы «Тату» больше нет. Теперь постель и деньги только врозь. Как говорится, нельзя было иновать. Они встретятся снова спустя 4 года. Такая Люська. Да, я пойду. Какие обиды Юля и Лена до сих пор не могут простить друг другу. А вот это, это что такое? Как пройдет их первое за долгие годы совместное выступление? И станет ли оно шагом к примирению самых эпатажных девушек на российской эстраде? Where's your luggage and everything? I have everything here. Yeah? Okay, let's go. 8 утра. Международный аэропорт столицы Румынии Бухареста заполнен журналистами. So strange, all the cameras are not next to me. Кажется, Лена Катина ожидала более теплый прием. Yeah, there's a guy from the football. He's a real huge. Ah, okay. 2002 год. Та же Румыния. Тогда группа «Тату» была популярнее всех футбольных команд мира. Все изменится в 2009-м. Продюсеры поймут, зрителей уже не удивишь поцелуями двух девочек. С Леной, в принципе, не ложноверительных отношений. Концертов становится меньше, а скандалов все больше. Когда там могла сказать, знаешь, я не полечу на этот концерт, не хочу. Я там приходила на фотосессию нетрезвая. И она все время была в таком каком-то вот разочаровании, ужас, обида какая-то вот. Между ними до сих пор будто черная кошка пробежала. За пару часов до первой за несколько лет встречи Лена словно и не помнит о Юле. Она ей больше не нужна. They say that they're gonna shoot an interview with me at 1 o'clock in the hotel room. Do we have a makeup artist for today? Today, no. No one announced me that today's going to be there on... Oh, then I'm not sure I want to do the interview. Но в одиночном плавании Лене приходится несладко. Перед важным выступлением ей не дают даже личного парикмахера. Because I mean, 45 minutes is not going to be enough. I need to straighten my hair, and it takes like hour and a half. Все проблемы с организаторами в Румынии Лена решает напрямую. Другое дело Юля Волкова. Кажется, она не привыкла думать ни о чем, кроме развлечений. Все дела через помощницу. Пара вопросов о расписании, и Юлю везут в отель. В тот же, где уже отдыхает Лена. Впервые за несколько лет они выступят совместно. Их пригласили стать хедлайнерами румынского музыкального шоу. Если раньше они спали в одной кровати, то сегодня номера строго отдельно. Ну что, идем на ужин? А там, очевидно, нас ждет сюрприз. Они не виделись с Леной больше 2 лет, но Юля, кажется, совсем не волнуется. Такая смена обстановки. Мы просто после Украины приехали, у нас был тур. И мы, конечно, такие первый день еле живые. Классно через зеркало, кстати.
Случайно записанные кадры. Сильная и равнодушная Волкова дает слабину и рассказывает о том, как несколько лет пыталась посмотреть в глаза бывшей подруги. 10-й год. Я ей позвонила поздравить с днем рождения, она была в Москве. Что в 11 году у меня не было ее телефона, и как-то мы не общались, не поздравляли, кстати, в этом году тоже. И ни она, ни я не... И я говорю, там, позвонила, там, ну, был вечер, я говорю, Ленок, что ты, надолго в Москве? Да нет, я вот скоро. Я говорю, ну давай, может быть, сходим куда-то. Знаешь, я не знаю, у меня сейчас столько всего, если будет время, сходим. Она слишком устала стучать в закрытую дверь. Девочка выросла. Кеды давно сменились на каблуки. Невинную улыбку даже не разглядеть за ярко-красной помадой. Здесь вкусно? Проснулся сразу, да? Она звезда. А Лену она пытается воспринимать как часть своего пути, которая давно осталась в прошлом. Когда-то они вместе сходили с ума. Повторяли простые движения. И за руку бежали от всего мира. Но вышло так, что убежать получилось только друг от друга. С Леной, в принципе, не было уже доверительных отношений, потому что были наркотики до этого. Все остальное. Во-вторых, я понимала, что, в принципе, для меня проект стал какой-то ношей в какой-то момент. И мне перестало быть интересно. Взрослеем, накал, уже там, конечно, последующие альбомы не были настолько успешными, насколько был первый, потому что, ну, я считаю, что этот успех, в принципе, очень тяжело перебить, если вообще возможно. Да и, собственно, цель такой не стоит. Но, наверное, где-то в душе мы надеялись, что вот сейчас опять бум, и вот так же, да, вот снова здорово. Не случилось. И какие-то вещи хотелось сделать по-другому. Ну, короче, там много всяких нюансов. И мы просто сделали собрание и поговорили, и решили, что все, мы разбегаемся. Почему на самом деле распался самый успешный дуэт на российской эстраде? Нельзя было не давать. За что девочки недолюбливали друг друга все эти годы? Нет таких качеств, чтобы я в ней ценила. Для меня есть пустота. Вот стенка. И как страшный диагноз изменил властного продюсера группы «Тату». Я не рассматриваю как расплату, а как награду. Смотрите после рекламы. Лена Катина. Скромная девочка с румяными щеками. Ангел на фоне худой и неуклюжей Юли. Травка, дуванчики. Ой, я хочу уже сплести веночек. Лена, там у нее есть батюшка, да? Я не знаю, до сих пор он есть, нет, был. Она в Москве там ходила, исповедовалась, там вот мне приходится на сцене играть лесбиянку, это же грех. Но Юля уверена, Лена пытается быть хорошей для всех, формально кается и продолжает зарабатывать деньги на образе девушки без комплексов. Мы все с вами очень разные. И мне кажется, что сейчас очень важно эту разность уважать. Мы не должны оставаться равнодушными к агрессии по отношению к ЛГБТ-комьюнити. ЛГБТ-комьюнити – общество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Юля, как и Лена, никогда не отказывается выступить перед такой публикой. У меня позавчера было, я уже спуталась, там 2 выступления за ночь. Одно из них было в гей-клубе. Я так кайфанула. То есть вот мне казалось, что я готова
продолжать еще петь час бесплатно просто. Вот просто потому, что я начала импровизировать в зале. Мы спели «Мальчики» вот так. Я там смотришь, нежно, ждешь его внимания, чувства те же. То есть у меня даже голос порезался. Казалось бы, обе любят сцену, обе любят деньги. Так почему же за долгие годы им так и не удалось полюбить друг друга? Это написано в программе у продюсера и двух участников, естественно, нулевые периоды. Нулевые периоды, солнце низко, это написано в личных программах. Поэтому, как говорится, это было предопределено, этого избежать было невозможно. Группа «Тату» распалась в 2009-м. Не самый удачный год для всех участников группы. В нумерологии есть такие расчеты с Луны и Солнца. Луна – это то, что должно быть по роду. Это программа кармическая по роду. Солнце личная. Личная программа всегда должна доминировать над программой кармической. А это период был 6 Луна, Солнце 08. Вот он, конечно, 2009 год оказался роковым и неудачным для Юлии и в целом для группы «Тату». Вот он объяснение. Самое интересное, если рассчитать дальше Елену, то же самое, этот период Солнца нулевого, в личной программе то же самое у Елены. Но Клара уверена, все началось гораздо раньше. Конфликты у девочек были с самого начала. Если рассматривать, допустим, то же самое Юлию Волкову, технический расклад ее даты 279-1035 и Елены 279-1910. Вот она совместимость по цифрам. По всему выходит, они созданы друг для друга. Но при детальном разборе, понятно, вместе им было очень несладко. Елена Катина, раз, два, три, 4 единицы, у нее волевой характер, и она пренебрегала и Юлей, и Иваном Шиповаловым, и Борисом Ренским. Почему? Потому что Елена, 4 единицы, как правило, такие люди, они самодостаточные. И, соответственно, если в партнерских отношениях у кого-то недостаток единиц, соответственно, кто-то кем-то пренебрегает. Вот она как раз пренебрегала. Когда вы задали вопрос, что ты ценишь больше всего, нечего ответить. Нет таких качеств, чтобы я в ней ценила для меня. Есть пустота. Вот стенка. Да, она белая. Класс. Как я ее ценю? Никак. Может быть, розовый. Теоретически. А может, она еще красивее станет, когда будет розовый. А может, подрисовать там звездочку. И захочется прийти сюда и смотреть на эту стену. Сейчас пока я не могу сказать, что она плохая. Я не сказала, что Лена плохая. Но нет того качества, чтобы я в ней ценила. Нету его. Да, добрая, да. Много добрых людей. Да, такая вся вот, такой мишка, вот как у мистера Бина, такой плюшевый. Добрый, такой хороший человек, да. Таких людей много. Но вот того, чтобы меня покорило в ней, По словам Клары Кузденбаевой, именно Лена манипулировала всеми в коллективе. Это категоричность, гордыня, амбициозность. А для женщин-тысячников, конечно, сложность в чем? Они считают лучше себя остальных. То есть и ее отношение также Юли было с пренебрежением, потому что Юля одна единица, соответственно, Юля тот человек, который при всем при том, что обладающая громадной энергетикой, то есть сегодня сексуальная энергетика, талантом, чувствительность, девочка душевная, но она это с большими комплексами, потому что недостаток единиц, соответственно, оказывает влияние на жизненную программу. Это люди такого типа, они бывают закомплексованные, вечно утверждающиеся по жизни. Юля действительно всегда привлекает к себе внимание. Любит шокировать и удивлять. Даже сегодня, после долгого перелета и бессонной ночи, она выглядит на все 100. Уверенной походкой девушка идет в ресторан 5-звездочного отеля. да, мы дико голодные. Сейчас они с Леной впервые за 2 года увидят друг друга. Привет. Привет. Такая Халёська.
Соскочил? Самолет. Устала? Да, я пойду. Робот, мы тоже после поездок. Но разговор совсем не клеится. Неловкую паузу пытается прервать Лена. Пожалуй. А Юля, как и много лет назад, не понимает, как можно отказаться от общения ради того, чтобы поспать. Ты ничего не понимает. Да ничего не понимает, такие смотрят. Хочется уже поесть и в казино пойти поиграть. Сегодня сложно представить двух более разных людей. У нас нет ничего одинакового, кроме, наверное, любви к сцене. Лена почти не общается с журналистами и старыми знакомыми. Не ходит на тусовки. Я очень устала. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно мое время. Мне нужно спать. Мне 28 лет. Я хочу сохранить свою молодость и красоту. Для того, чтобы это сделать, нужно обязательно высыпаться. Упертость в характере вообще по жизни Елены будет мешать. Как правило, такие люди абсолютно не разбираются в людях. Они ими могут управлять. А управлять каким образом? Они подвержены лести. Лену давно взяли в оборот американские продюсеры. Они внушают ей, гениальнее певицы нет. И, кажется, Лена верит. Выступает народная артистка России. Лена Катина. Она работает в новой студии и живет за 1000 километров от Москвы. Мне только что дали в руки камеру и велели самой себя экспромтом снимать. Снимаю. Что вам еще рассказать? Лос-Анджелес, тепло. Она уехала из столицы сразу после распада группы. Решила делать сольную карьеру и без раздумий взяла билет за океан. Очень легко, потому что там музыканты живут. Если бы они жили в Лондоне, я бы в Лондон поехала. В Париж, значит, в Париж поехала бы. Как так сложилось? То есть происходят какие-то вещи, которые ты не контролируешь. То есть они просто случаются. Да, пишем. Можно Да, еще раз, Лен. Посвободнее пой и получится. Тебе сыграть мелодию на пианино? А ну дай послушай. А я уже сказал, ничего не скрывал и не врал. Вот, поэтому правду. И повторять это, считаю, просто это будет неприлично с моей стороны по отношению к вам и к зрителям. Иван Шаповалов не любит говорить о распаде своего детища. Наверное, он и сам не до конца понимает, почему девочки так внезапно бросили все. По-разному. Кто-то говорит, что там что-то исчерпалось, кто-то говорит про наркотики, кто-то говорит про желание. Нет, было бы желание. Вот. Было бы желание. Сейчас у него нет желания разбираться. Единственное, чего хочет Иван – жить. Год назад ему поставили страшный диагноз – рак мозга. Я думаю, это награда скорее. А за грехи или за дела там какие-то добрые, это уже я не рассматриваю как расплату, а как награду. И не жалуюсь. И не жалуюсь. За что наградила его судьба, он и сам не знает. Может быть, от социума, может, от человека. Это вот такое взаимодействие. Экстрасенс предполагает, после успеха «Тату» на продюсера обрушился слишком большой поток энергии. Его проклинали родители школьниц, ведь именно группа «Тату» породила волну интереса к нетрадиционным отношениям.
Юля и Лена знают о том, как нелегко сейчас их бывшему наставнику. Но годы стерли былую близость. У каждой теперь своя жизнь. Это моя комната, где я томлюсь в долгие часы записи песен. В этой американской студии Лена Катина проводит большую часть своего времени. Вот на этом диване мы отдыхаем, когда мы устали. Он, конечно, не очень удобный, немножко продавленный, и от него болит спина, но это лучше, чем ничего. Она не избалована вниманием прессы. Инструменты. Девушка с удовольствием проводит небольшую экскурсию по своей маленькой студии. Это привет былой славе. Это где наш Свен орудует всякими разными вещами. Я тут ничего не понимаю. В этой небольшой комнате Лена записывает совсем другую музыку. В ней нет вызова и протеста. И это мое пространство. И сейчас я буду петь. Темноволосая девушка в гробу. Кто это, если не Юля Волкова? Этим видео Лена хотела сказать: пути назад нет. Надежды встретим Новый год. Пусть улыбка в каждый дом войдет. Они познакомились еще детьми. Вместе пели в ансамбле «Непоседы». Новогодний день, радости зимы. Редкие кадры. Вот Лена Катина с копной все тех же рыжих волос поет на голубом огоньке. Открывая чудеса секрет. А вот другой концерт. Юля Волкова за руку с Владом Топаловым берет высокие ноты песни о Москве. Забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. В детском хоре они никогда не солировали вместе. Знали только имя друг друга. Иногда говорили «привет». Лет с 13 обе постоянно ходили на кастинги. В 90-е новые группы создавались чуть ли не каждый день. С тобой эту песню споем. И я такая выхожу, говорю, а здесь курят? Так вот, то есть мне 14 лет. На меня смотрит Ваня. И я начинаю с Ваней разговаривать на «ты». Лена меня так берет за руку, мы с ней идем в туалет. Она: слушай, а я называю его Иван Николаевич. Я говорю, ну здорово. А мне как-то хочется его Ваня называть. Вот Ваня просто Ваня. Я не хочу больше так. Ваня, молодой растущий организм. Вот пусть Лена орет. Ты мне говорила, вот пусть Лена орет, все. Вот сделай, чтобы Лена орала. Мне все равно, я могу внизу петь, я могу и... Не будет, если ты не орешь, Жулька, не хочется. Вот я только что Лена пела наверху. Я не буду орать, Вань, я не могу орать. Такой была ее первая встреча с Иваном Шаповаловым. Но с приходом Волкова, конечно, много чего поменялось, потому что я такая девочка-припевочка-скромница. И тут пришла Волкова, я всех на «вы» называю, Иван, там, Александр. И тут пришла Волкова, да: Вань, ну ты что там? Ну там, Саш, да ладно там. И я такая: ты что, их на «ты» называешь? Ну, взрослые мужики, но я там шпендик такой малолетний, как-то почему на «ты»-то? Как это мне как-то странно так. Думаю, ну ладно. Я здесь! Я здесь! Лена и Иван Николаевич, как она его называла, были давно знакомы. Нормально! Я есть! Слышишь? Я есть! Волкова сказала, что она орать больше не будет. Ну, ты меня так смотришь, я тоже не буду. Я прав. Она одна из десятка девочек прошла у него прослушивание и несколько раз озвучивала в студии рекламные ролики. И в итоге Ваня использовал мой голос в рекламе и дал мне $200 за это. Ну, мне 13 лет или 14, там, ну, где-то около того. Может быть, даже еще и 13 было.
Да, так, 200 долларов. Ну, сколько, говорит, тебе дать-то? И вдруг дает мне 200 долларов. Я думаю, о, ё-моё, 200 баксов дали. 2 фразы спела, 200 баксов дали. Хорошая работа, мне нравится. У Юли не было ничего. Приглашение на кастинг в новую группу стало для нее настоящим подарком судьбы. И чтобы получить эту работу, она была готова на все. За что девочки из «Тату» до сих пор оправдываются перед публикой? Мы играли роль свою. Такая у нас была роль. Как у продюсера получилось убедить девочек пойти против норм и правил? Марионетки в его руках. Вот он говорил, делайте так, вот так. Он сам управлял ими. И почему сегодня Юля Волкова боится прикоснуться к Лене? Самое главное, я понимаю, что она от меня закрыта. Закрыта сильно, процентов на 90. Смотрите после рекламы. Ну, People ждет за 4 года. А мы шли... Спасибо, мы пошли. Но это тоже, понимаешь, как бы оно должно что-то произойти на сцене. Ну, что-то случиться должно. Юля пытается советоваться с Леной, что делать на этот раз, чтобы удивить публику. Но Лена молчит и, кажется, не слышит. I want something like special, like maybe, I don't know, I think. Она скажет об этом организаторам, скажет директору. Но услышит ли Лена эту просьбу стать хоть чуточку ближе? Видите, какая она стала сейчас. И самое главное, я понимаю, что она от меня закрыта. Закрыта сильно, процентов на 90. С момента их первого поцелуя прошло слишком много времени. Лена давно уже не чувствует тяги ни к Юле, ни к эпатажным поступкам. Ну, он сказал, что будете в клипе целоваться. Он – это продюсер Иван Шиповалов. Ты знаешь, у меня просто была подружка в детстве. Мы с ней дружили до 2 класса, потом она уехала жить в Германию. Она была моя лучшая подружка во дворе. И, собственно, мы с ней там 6-7 лет целовались. Такое вот было. Поэтому для меня, собственно, поцелуй с девочкой, Ваня эту историю знает. Он не был чем-то новым. Мы смеялись, нам было прикольно, нам было смешно. Зато сейчас им совсем не до смеха. Они давно отвыкли репетировать вместе. Лена тихонько распевается на краю сцены. Вот в этом кресле, отходи, фоткай. А Юля не отходит от своей помощницы. Причем так, чтобы это было понятно. Они бы и рады поговорить, но все разговоры, как правило, кончаются одинаково. Ты надолго? Господи. До 15 где-то января. И обратно, да? Как Катюшка? Институт заканчивает. Ни с кем пока ничего? Держится на политику? Да? Не, ну ничего, господи, у каждого же свой путь. Не обязательно же как некоторые отдельные личности познавали мир. Лена осуждает не только Юлю. Она уверена, продюсер группы «Тату» тоже живет неправильно. К Ване налипли быстренько обожатели, поклонители, не знаю, не вдохновители явно. Ну, если только на какие-то другие совершенно ненужные и ужасные вещи. Вот. Всем же, ах, ну как же с Шиповалом, да в Поднебесном, да посидеть, и там вот эти вот все мешки, чемоданы с бог знает чем там. Для меня вообще, в принципе, это всегда было табу. Не знаю почему. Она говорит о наркотиках. Лена уверена, мир тату рухнул, когда и Юля, и Иван начали пробовать новые виды удовольствия. И все кайфуют, всем так хорошо, весело, здорово, ё-моё. И вроде как ты смотришь на них, ну да, людям хорошо. И с другой стороны, я понимаю, что ну нет. Продюсеру сложно скрыть раздражение от того, что Лена так бесцеремонно рассказывает о его личной жизни. И у меня не было зависимости, чтобы говорить о конкретном моменте.
Он ни о чем не сожалеет и не винит наркотики в том, что сейчас оказался на грани жизни и смерти. Наркотики оправдали ваши надежды узнать что-то новое? Да, конечно, даже, я думаю, любое новое блюдо кулинарное оправдывает надежду узнать что-то новое. Либо то же самое. То есть вы узнаете что-то новое. А нужно это новое вам, не нужно, это другой вопрос. Полезно это новое для вас, не полезно. Это уже другой вопрос. Юля Волкова уверена, все ее эксперименты были только на пользу. Ее личная жизнь больше похожа на киносценарий. Очень сильно влюбилась. У меня был тогда молодой человек, свой роман там а-ля один из очередных. У него была беременная девушка на 5-м месяце. Познакомились, тусовались, караоке, тусовки, общение. Потому что, будучи там выпившие наркотики, оно вот... Ты все время на эмоциях, обсуждение, вот это вот. Наркотики, мужчины и дети от разных отцов, случайный секс. Юлия Волкова девочка, которая обладает громадной энергетикой, сексуальной. Сексуальная, очень обаятельная, но есть опять-таки, это девочка, которая эмоции опережают, эмоции возобладают над разумом, то есть нетерпеливо, если опять-таки, но зато честно. Но даже официально приняв ислам, она не отрицает, ее главная религия – она сама. И проповедовать она будет вовсе не по канонам и догмам. Себя такую ответственность помочь людям решить проблему внутренних каких-то комплексов. Правильно? Потому что в момент поцелуев очень много людей звонили и говорили: спасибо, я вот с мальчиком живу, и мне казалось, что это ненормально. А вы открыли для меня этот мир, так что это нормально, я тоже человек, понимаешь, вот, который имеет право там на это существование. Но на самом деле, уверен экстрасенс Валентин Дивин, ни о какой высшей миссии девочки тогда даже не думали. Тогда, когда они были 16-летними, она работала, можно сказать, под управлением, забыл фамилию его, Шаповалов, да? Шаповалов. Они как марионетки в его руках. Вот он говорил, делайте так, делайте так. Он сам управлял ими. Они делали все, что говорил им Шаповалов. Легко перешагнули через все нормы, и за это им отлично платили. Но он их абсолютно не, так сказать, не насиловал своими идеями, понимаете? Он их не насиловал, он все время, он был хороший еще психолог, между прочим. Нумеролог уверена, Юля гналась за удовольствиями и деньгами, а вот Лене нужна была еще и слава. Конечно, при всем при том, что она, знак известности у нее был написан в программе, но есть еще отрицательные качества ее характера. Это упертость, потому что настолько категоричная, что спорить с такими людьми бесполезно. Но сегодня группа «Тату» снова вместе. Пусть даже ради одного выхода на сцену. Фанаты все равно надеются. Это выступление может положить начало второй волне популярности дуэта. От кого зависит будущее группы «Тату»? Признается ли Лена Катина в том, что скучает по прошлому? Я скучаю по этому времени. И почему Юля Волкова расплакалась прямо на сцене? Смотрите после рекламы. Через полчаса они сядут в одну машину. Разделят одну гримерку на двоих. Уже ногу не чувствую, там уже пальцы отапают.
а потом взорвут зал. И никто даже не догадается, что всего за пару часов до выступления они едва не отказались от всего. Внимательно посмотрите на руки девушек. Лена буквально выдергивает свою руку из Юлиной. Через минуту Волкова снова попытается дотронуться до когда-то близкого человека. Лена вырывается чуть ли не силой. У Юли текут слезы. Она обнимает Лену в надежде, что та оттает. Но чуда не произошло. А мы знаешь, как можем Елена, характер, конечно, не из легких. Почему? Потому что девочка – носитель знака известности. Они вместе уже выступили на всех крупных мировых площадках и получили всевозможные награды. На этом видео девушки благодарят поклонников из Китая. Благодаря им альбомы группы получают статусы золотых в Поднебесной. В каждой стране они обещали фанатам: мы еще вернемся. Да. Я скучаю по этому времени. Может быть, Лена смягчится и поверит Юле. Она может сказать: ты знаешь, блин, никак я это не вижу. После выступления у них расписана каждая минута. Интервью на радио и перед телекамерами. Вместо того, чтобы обсудить, как все прошло, девушки только ругают организаторов. Блин, у меня на максимуме эта вещь орала. Я думала, у меня уши просто каюкнутся прям. То, что было со звуком, да? Либо с микрофоном, что ли, да? А дальше Лена просто запрещает задавать ей любые вопросы. В такой обстановке совсем не до разговоров о главном. Ты знаешь, для начала мне хочется узнать ее новую и открыть мне какие-то качества, которых, может быть, она даже сама не знает. Мне хочется ее как-то вот, реанимировать, что ли, вот как-то так, наверное. А это уже совсем другие эмоции. Мне хотелось какого-то, знаешь, вот больше вот душевности хоть на сцене, знаешь? Что и должно было быть. Какой-то вот, чтобы больше заполнилось. Проигрыш, дойти как-то, знаешь, на проигрыш, как-то вот, знаешь, там, знаешь, потрогать ее, как-то вот не поцеловаться, но какой-то вот... В какой-то момент Юля забывает, что ее снимают, и говорит все как есть. Она в отчаянии от той стены, которую Лена выстроила между ними. Вот это что такое? Это вообще, это к чему? Эта эмоция, она куда обращена? Лена полностью ушла в сольный проект. И без сожаления переступила через Юлины чувства. Лена Катина, она тоже заряжена. Но у нее там проблемы будут с деньгами в Америке. Вот вы говорите о будущем какие. У нее будут проблемы где-то там в ближайшие 2 года. Вот сейчас ответ идет мне. 2, 3, 2 с небольшим. Какие-то проблемы возникнут. Но она будет продолжать стремиться к тому, чтобы что-то оригинальное придумать. А там очень сложно придумать что-то оригинальное в Америке. Очень сложно протолкнуть это оригинальное.
Валентин Дивин уверен, Юля зря так сильно переживает. В ближайшее время у нее все будет хорошо, гораздо лучше, чем у Лены. И я смотрю, ее перспектива, она ведь, между прочим, продолжает петь, я вот так чувствую, она поет. Она и записывается даже еще. Но она будет действовать в рамках новых каких-то необычных вот подходов, непростых песен, таких скучных, вот знаете, вот, ты меня любишь, я не люблю, тогда все. Она что-то будет искать все время новое, и у нее будут эти песни необычные. Вот она в творческом смысле очень энергетически заряженная. Почему нумеролог уверена в том, что Юля и Лена всегда будут рядом? У них даже, оказывается, связь с прошлой жизнью идет. И как страшный диагноз изменил властного продюсера группы «Тату»? Единственное, что сейчас полегче ему станет через 6 месяцев после дня рождения. И что увидел экстрасенс в будущем повзрослевших татушек? А сейчас люди, жаждущие видеть их опять вдвоем, разочаровываются. Смотрите после рекламы. В этот день Юля несколько раз пытается поговорить с Леной, но та пока не готова. После выступления Лена почти сутки добирается домой, в родной уже Лос-Анджелес. На прогулке по любимому пляжу она начинает вспоминать прошлое, их с Юлей общее. Вот, собственно, это место, где мы, по-моему, с Юлькой покупали мороженое. Тут сейчас почему-то одни пиццы и что-то еще. Но вот, в принципе, мы сюда приезжали вот на роликах к этому месту и покупали здесь мороженое. Нумеролог Клара Кузденбаева уверена, девочки еще обязательно встретятся, ведь в жизненном коде у обеих есть что-то большее, чем различие или схожесть. Когда жизненный код начинается с одинаковых цифр, это говорит о том, что у таких людей идет связь с прошлой жизнью. То есть жизненный код начинается с Юли с семерки и у Елены с семерки. Вторая цифра идет девятки, то есть это говорит о том, что 79 у Юлии и также 79 и у Елены, у них жизненный код начинается с 2 цифр одинаковых. Вообще, самоудивительно. И, как правило, это говорит о том, что эта связь идет с прошлой жизни. То есть две жизни подряд до этой жизни, 2 реинкарнации, они были рядом. Это я сейчас увидела, удивительно, да? Да, вот в чем была совместимость. Мы спрашиваем у Клары, может ли случиться так, что уже в этом году группа «Тату» снова взорвет хит-парады. 28 мая Ивану Шаповалову исполнилось 47 лет. И по жизненному коду, а его жизненный код 275-240. Значит, 28 мая Ивану Шаповалову исполнилось 47 лет, он вошел в 0. А год у человека начинается через 13 дней после дня рождения. На самом деле у него период спада пошел с 28 января этого года, с полных 46, когда он начал спускаться к нулю. Конечно, период нуля, конечно, это год спада. Поэтому это год для него неудачный. И это мягко сказано. В этом году Иван впервые в жизни понимает, будущего у него может не быть. Вы свое будущее как представляете себя? Он думает почти минуту. Кажется, ответ на этот вопрос пугает его больше всего. Но он знает, надо верить в себя, несмотря ни на что. По-разному можно заглядывать в будущее, но вот лучше говорить о настоящем. Нумеролог смотрит индивидуальный код Ивана.
Она верит, Ивану под силу победить болезнь. Единственное, что сейчас полегче ему станет через 6 месяцев после дня рождения, это с 28 января, когда он начнет подниматься на двойку. Главное для него – не сдаваться. Особенно в этом 2013 году. Ведь для всех, кто связан с группой «Тату», он станет годом борьбы и разочарований. Год 13 – это год, вообще на самом деле считается интриг. Это год болезни, это год спада. Экстрасенс Валентин Дивин говорит о сложностях в общении Юли и Лены. Они будут общаться и пытаться что-то придумать вместе. Но это будет очень сложно. Это будет очень проблематично. Я вижу пока, вот сейчас не такой уж я сильный пророк, но вот года 4. Вот это будет так сказать, творческое всплытие на зрительскую аудиторию, взаимное будет. Года 4-3, не меньше. Поклонники уже прождали их возвращение на сцену целых 4 года. И если надо, подождут еще столько же. Станет ли «Тату» единым организмом? Смогут ли Юля и Лена выжить без сильного продюсера? Придумать то, что снова заставит весь мир вздрогнуть? Многие сомневаются, но только не Волкова с Катиной.